Когда мужчина спасал новорожденного дельфина, он даже не подозревал, что за его спиной происходит нечто невероятное. Лишь выбравшись на берег, он понял, все это время за ним кто-то следовал, и это открытие изменило его жизнь. Алексей Морозов, руководитель Центра помощи морским животным, плыл к берегу, крепко прижимая к себе крошечного дельфина. Он был измотан, но думал только об одном – как спасти малыша. Вдруг с берега послышались крики. Сначала он решил, что люди просто радуются спасению, но тон голосов становился тревожнее. Добравшись до мелководья, Алексей передал дельфиненка ветеринарам и только тогда обернулся к толпе. Люди были взволнованы, кто-то аплодировал, но в их лицах читалось нечто большее, чем просто радость. Эта история началась днем, когда в центр поступил звонок. У берега заметили детеныша дельфина, который беспомощно бился в воде. Самое тревожное, рядом не было матери. Для такого маленького животного это почти всегда означает смертельную опасность. Алексей с командой немедленно выехал на место. На пляже уже собрались люди. В воде действительно находился крошечный дельфин. Алексей понял, оценить его состояние с берега невозможно, и сам поплыл к нему. Подплыв ближе, он сразу заметил, детеныш совсем новорожденный, пуповина еще не отпала. Кроме того, на теле были травмы. Малыш едва держался на плаву. Алексей аккуратно поддержал его и прямо в воде начал кормить специальной смесью из бутылочки. Это зрелище поразило всех на берегу. Дикий дельфин доверился человеку. Постепенно малыш немного успокоился. Решив не подвергать его лишнему стрессу, Алексей поплыл обратно к берегу сам, держа дельфиненка на руках. Именно в этот момент за его спиной произошло нечто удивительное. Когда он вышел на сушу, один из очевидцев, задыхаясь от волнения, рассказал, за ним плыла целая стая дельфинов. Сначала появился один, затем вода буквально ожила. Десятки животных поднимались на поверхность. Это были редкие дельфины, численность которых стремительно сокращается. Алексей был потрясен. Такое скопление – большая редкость. Однако времени на размышления не было. В клинике началась борьба за жизнь малыша. Команда круглосуточно ухаживала за ним, следила за температурой, кормила, давала лекарства. Но состояние оставалось тяжелым. Слишком долго он находился один. Через несколько дней дельфиненок не выдержал и погиб. Это стало ударом для всех. История уже разлетелась по сети, и люди по всему миру переживали за малыша. Но даже в этой трагедии появился смысл. Благодаря спасению удалось обнаружить редкую стаю дельфинов. Алексей решил вернуться на то место. Через несколько дней команда вышла в море и начала поиски. Сначала казалось, что стая исчезла, но вдруг в воде показалось движение. Один дельфин, затем еще и еще. Вскоре вокруг лодки снова собралась целая группа. Радость длилась недолго. Внезапно появился рыболовецкий траулер, направлявшийся прямо к стае. Люди на борту готовили сети, те самые, в которых, вероятно, погибла мать детеныша. Не раздумывая, Алексей приказал встать между судном и дельфинами. Он вышел на связь по открытому каналу и заявил, что передает координаты и видео береговой охране и СМИ. Это был рискованный шаг, но он сработал. Браконьеры развернулись и ушли. Позже береговая охрана усилила контроль в этом районе. Команда центра поняла, теперь у них есть новая задача – не только спасать животных, но и защищать эту стаю. Они разработали план наблюдения, чтобы вовремя замечать угрозы и помогать дельфинам прямо в их естественной среде. Вечером Алексей пересматривал запись спасения. Он увидел момент, когда плыл к берегу, не зная, что за ним следует стая. Ему показалось, что дельфины понимали, он пытается помочь. Маленького дельфиненка спасти не удалось, но благодаря ему удалось обнаружить и защитить целую стаю. Иногда одна короткая жизнь может изменить судьбу многих.